Привет, друзья! Диана Арбенина – российская певица, поэтесса и солистка группы «Ночные снайперы». За карьеру Арбениной было выпущено несколько книг и сборников с поэзией. Диана известна в первую очередь как рок-музыкант, однако неожиданно она попала на страницы Forbes. При своем звездном статусе певица никогда даже не помышляла жить в элитных апартаментах на Рублевке или Барвихе. Так где же тогда проживает Диана Арбенина и почему она попала на страницу Forbes? Мы решили рассказать в этом ролике. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Диана Арбенина и сколько зарабатывает солистка группы «Ночные снайперы». Диана родилась 8 июля 1974 года в белорусском городе Воложен, находящемся на границе с Польшей. Родители юной Дианы Кулаченко были журналистами. Мать Галина Анисимовна Федченко работала на телевидении. Отец Сергей Иванович Кулаченко был менее известным, обычным журналистом. В связи с такой профессией родителей девочке пришлось в юном возрасте переехать на Чукотку. Там девочка получила музыкальное образование. На момент переезда ей было всего 6 лет. Через 2 года после этого мать с отцом развелись. Галина Анисимовна вышла замуж второй раз. Отчимом Арбениной стал хирург Александр Васильевич Федченко. После этого семья еще несколько раз сменяла место жительства. Будущая рок-звезда успела побывать в Колыме, Магадане и других интересных местах. Именно в последнем городе девушка получила среднее образование. Затем она стала студенткой педагогического института. Будущая звезда часто приезжала к однокласснице в Санкт-Петербург. Там она познакомилась с Константином Арбениным и Светланой Сургановой. Они много времени проводили вместе. Сурганова уговорила Диану переехать в город на Неве. Та согласилась. Диана поступила на филфак Санкт-Петербургского государственного университета. Нужно было на что-то жить. Но будущую звезду не брали на работу из-за отсутствия прописки. Константин нашел выход из ситуации, предложил выйти за него замуж. Это случилось в 1993-м. У них были теплые отношения. Диана ему нравилась не только как друг, он был в нее влюблен, но безответно. Когда Костя узнал про жилье, то без всяких меркантильных мыслей предложил прописку в своей квартире. Рассказывал журналистам друг Арбенина. Союз Дианы и Константина распался спустя 4 года. Певица менять фамилию не стала. В 1993 году Арбенина становится лидером группы «Ночные снайперы». На раннем этапе карьеры она исполняет песни со второй солисткой, Светланой Сургановой. Название коллектива появилось спонтанно. Девушки шли после концерта с музыкальными инструментами в чехлах. Рядом с ними притормозило такси. Водитель спросил: «На охоту идете?» Постепенно музыка снайперов завоевывает популярность. Их песни заказывают в эфире крупных радиостанций, группу все чаще приглашают на выступления. В то время можно было услышать песни Арбениной на волнах Европа Плюс, Ностальжи, Русский шансон, Радио Балтика и других станций. В 2002 году, после выхода второго электрического альбома «Цунами», Диана остается единственной вокалисткой. Светлана покидает группу ради сольной карьеры. Разошлись певицы без конфликтов. Обе утверждают, что это решение назревало давно. Несоответствие взглядов на музыку привело к расколу группы, но «Ночные снайперы» продолжили успешно существовать и с одной солисткой. Как и многие знаменитости, женщина предпочитала скрывать свою личную жизнь. Многие выводы делались прессой из-за ее песен, в которых нередко описывались романтические отношения между девушками. Еще много лет назад певица откровенничала с прессой, заявляя о своем желании стать матерью. Плотный график не предоставлял такой возможности, поэтому в течение длительного времени дети оставались лишь мечтой. Но в 2010 году Арбенина приняла решение на время снизить нагрузку для достижения очередной поставленной цели. 4 февраля 2010 года в американской клинике у нее родились двойняшки. Их назвали Артем и Марта. Журналистам не удалось выяснить полную информацию об отце детей. Солистка «Ночных снайперов» вспоминала: «Я принесла снимок, предъявила отцу. Он спросил: беременна, что ли?» Я ответила: «да». Тогда он сказал: «Убери эту фотографию и никому не показывай». Немногим позже певица призналась, что забеременела от американского бизнесмена. Певица много лет жила в Санкт-Петербурге на побережье Финского залива. Однако со временем она перебралась в Москву, где сначала жила с родителями, а потом и снимала жилье. Долгое время она прожила на Арбате, в этот период дети ходили в детский сад.
Дом на Ленинградском шоссе в часе езды от Красногорска. Арбенина купила его 15 лет назад, устав от постоянных переездов. Особняк ей достался с обстановкой и выполненным дизайном, поэтому долгое время она не делала в нем ремонт. До рождения детей обстановка ее полностью устраивала. После того, как Марта и Артем окончили детский сад, певица решила переобустроить дом и всем семейством переехать на постоянное место жительства за город. Теперь дети Дианы ездят в школу в Красногорск, который находится неподалеку. В двухэтажном особняке удалось разместить 3 просторные спальни с ванными комнатами, большую гостиную, кухню, ну и, конечно же, репетиционный зал. Весь дизайн разработан в одном стиле, с голубыми, серыми и бежевыми элементами без перегруженности и лишних деталей. На первом этаже расположилась гостиная со вторым светом. Здесь нет ничего лишнего, только камин, довольно длинный диван и барабанная установка. Также на первом этаже находится обеденная зона. Здесь все довольно просто. Единственной изюминкой являются панорамные окна от пола до потолка. На втором этаже расположены спальни детей и хозяйская спальня с гримерной комнатой. Центральное место в ней занимает кровать. Она расположена напротив огромного окна с видом на сад. В комнате Артема преобладают серые тона, а также присутствует голубой и элементы, выполненные в натуральном цвете дерева. В спальне Марты добавлено больше розовых элементов. Певица планирует усыновить ребенка из детского дома и воспитать его как родного, так как считает, что чужих детей не бывает. Марта и Артем поддерживают решение мамы и тоже мечтают о большой семье. Также артистка еще питает надежду встретить спутника жизни, который примет ее детей как родных и станет опорой для нее самой. Диана Арбенина призналась, что могла бы стать спортсменом. «Мне спорт дает такое количество эндорфинов, и дети, конечно, со мной. У нас в семье культ тела, культ здорового образа жизни. Моя дочь Марта сейчас просто фанатеет от спорта». Солистка «Ночных снайперов» занимается йогой, боксом, большим теннисом. «Хочу возобновить плавание. Это нагрузка, которая очень благотворно влияет на организм». Диана Арбенина известна в первую очередь как рок-музыкант, однако неожиданно она попала на страницы Forbes. Оказывается, певица преуспела в сфере краудфандинга, сборе средств в сети. Исполнительница захотела открыть собственную студию звукозаписи и обратилась на сервис planeta.ru. Она поделилась, что записывала свои произведения в студиях по всему миру, однако поняла, что больше всего ей нравится это делать в Москве. Кроме того, Арбенина заявила, что студия будет помогать в работе начинающим музыкантам. «Когда-нибудь вы переступите порог той самой студии, в строительстве которой приняли участие, и запишите там свои песни», – написала Диана. За 5 месяцев лидеру «Ночных снайперов» удалось собрать 5 миллионов 700 тысяч рублей от 677 человек. Гонорар Дианы Арбениной за концерт составляет 2,5 миллиона рублей. К сумме гонорара надо прибавить расходы на райдер артистов. Это примерно от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. А недавно Арбенина, помимо написания стихов, взялась за кисти и краски. Вдруг осенило, что хочу рисовать. Купила краски, холсты. Сейчас постоянно что-то пишу. Недавно моя картина ушла на аукционе за $700. Эти деньги мы отдали в детский дом. Получается, моя страсть идет на пользу. Друзья, давайте пожелаем Диане не знать границ фантазии и пределов успеха. Пожелаем идти по жизни красиво и уверенно, как можно чаще радовать поклонников новыми альбомами, фееричными концертами и замечательными песнями. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока!